Всем привет! Вы на канале Мой Флакон. Рядом с Станиславом, меня зовут Сергей. У нас сегодня слепые затесты от нашей подруги Светы. У Светы есть свой канал, и мы оставим ссылочку в описании, поэтому посмотрите на ее видео. Света нам передала слепые затесты. Здесь 6 ароматов. Мы в этот раз решили не разнашивать. Спасибо большое, Света, тебе за слепые затесты. Нам будет интересно. Свете мы, кстати, тоже подготовили слепые затесты. Нам будет интересно посмотреть, когда выйдет у нее ролик на ее канале. Какой-то люкс, не знаю. Мне отсылает к лакам для волос. Чаще всего это означает, что это какие-то цветы, мускусы. Слушай, мне кажется, это Красная Москва. Да, ну ты что? Какой-то винтаж, знаешь? Не, ну Красная Москва, она такая очень альдегидная все же, а здесь альдегидов особо не слышу. Я чувствую альдегиды. Да. Я чувствую, возможно, такие цветы, прям резкий запах цветов. И здесь еще сладковатость я ощущаю. И... Сладкий, да. То есть в базе будет что-то сладко-карамельно-амбровое. Наверное, сандал, наверное, пачули тоже. Еще запудривается немножко. Угу. Есть такое. Но в целом это не мой профиль. Я больше вижу это на девушках. Такой цветочный аромат. Для меня это вот или Красная Москва, или что-то очень похожее. Чувствую здесь даже специи какие-то, возможно, гвоздика. Потому что я помню, что в Красной Москве есть гвоздика. Но это не люкс. Или какой-то очень старый винтажный, ретровый люкс. Очень круто, интересно. Так, смотрим. Первый. Это у нас Bhutan de Pelas Eldo. Это Элдо. Получается, это дома проституток, да? Пудровый, фиалковый, ну ты прав. Кожаный, мускусный, животный, амбровый и розовый. Света пишет: очень нравится эта плотная тяжелая пудра. Рука тянется не часто, но если дотянулась, искренне кайфую. Что ж, и для Светы это вечерний аромат. Второй аромат, такая зеленоватая жидкость. Наверное, будет зеленое что-то, собственно, в аромате. О. Ну, кстати, да, оно и есть. Прям пахнет свежескошенной травой. А это прям очень много свежести в нем. Цитрусов, лимончик я слышу. А слышишь инжир? Типа как инжирный лист, либо что-то вот в эту сторону. Да, много листьев. Вот именно травы, ботвы, возможно, такой зеленый много прям. Возможно, лист черной смородины. Мне это отсылает к ароматам от Diptyque. То есть вот они такие природные, зеленые. Да. Еще много мяты. Я чувствую, что такое мятное. Свежескошенная трава. Это вот в сторону филосикуса, как по мне, но мне кажется, это не он. Классный, мне нравится. Я бы такой носил, да? летом с удовольствием. Я думаю, что, возможно, это тоже Элдо, вот этот мятный их аромат на тему мяты, черной смородины. А ты это какой имеешь в виду, который... Ну, вот у них единственный мятный. Типа мохито, который? Да, мохито. Ну мохито там все-таки там такой веселенький больше. И, кстати, вот со временем он начинает также немного запудриваться. Да. Вот появляются цветочки. Надо время. Это 100% ниша. Потому что очень сложный аромат сам по себе. И очень хороший. Вот прям, я бы сам такой бы носил. Да. Тоже, да. Я ставлю ему 8.
Так, аромат номер 2. Это у нас Come Together Mugler Cologne. Интересно, с Маглером я не знаком. Интересно, это линейка какая? Муглер это люкс. Не отгадали, что это ниша. Ну, если это у них бутиковая эта линейка, то, конечно, будет по-другому звучать. Цитрусовый, мускусный, фужерный, зеленый пудровый, свежий, ноты пятитгрейн и белый мускус. Фаворит прошлого года. Освежающий, прохладный, достаточно стойкий для цитрусового колони. Классно, то есть это пятитгрейн дает очень много зелени. Пятитгрейн это типа лист апельсина, что такое. Ну что-то да. Ну, он как раз таки зеленый, куча зелени. Вообще удивительно то, что люксовый аромат и сделал такой интересный. Я даже такой нигде никто не видел. Я тоже. Троечка уже прозрачная. Тебе достается серая блотер себе. О, это уже более интенсивный, более яркий, более радостный. Классно. Вначале для меня какая-то медицина. Это как шафран, думаешь, что это такое? Что-то да. Какой-то медицинский аромат. Ну, кстати, да, что-то есть, что такое травяное. Пахнет аптечкой. Что-то как будто лекарство для горла. Вот оно немного такое горьковатое даже. Типа есть такое средство. Да. Что-то мятное, ментоловое. Возможно, даже тархун. Да? Думаешь, что это лакрица, либо вот корень солодки? Вот да, кстати, такое, вот это тоже может быть. Вот запах действительно этого сиропа для горла. Слушай, да. Ну, полагаю, что это дается какие-то травы, плюс сладость, шафран. Шафран, сладость здесь, возможно, амбра. Носил бы такое. Вот интересно, я первый раз что-то подобное прям нюхаю сейчас. Я даже не знаю, какую оценку поставить. Да. Но это все-таки надо все на кожу наносить. Можно я нанесу на кожу пока? Да. Хочу в конце пока посмотрю. Самый... Ого, серьезно? Это Альфа Медитароса. И мне кажется, это один из ароматов, которые на коже меня просто выносили мозг. Потому что я помню его как стоматологичку больше. Ну вот, да. Да, точно. Но сейчас он почему-то для меня сладкий, и он меня не вызывает особого отвращения. Вот на коже, кстати, намного приятнее. На коже он интереснее. На коже он даже пахнет какой-то жвачкой. Ну, очень странно. Немного даже фруктовая жвачка появилась. Да, но здесь действительно травы, чабрец, шафран. Это очень необычный для нее аромат, при этом носибельный. Слышу медицину, металл и много гвоздики. Приятный удовый аромат без какашек. Но Света, ты, конечно, меня удивила, потому что, мне кажется, я хейтил этот аромат в каких-то видосах. Серый блотер. О, ну тоже зеленая история с каким-то мускатным шалфеем. Что-то такое. О, это мне прям нравится. Вот на старте прям хорошо. Очень-очень много цветов. Именно... пудровых. Да, таких прям женских. Ну, я бы сказал, что здесь ирис, либо фиалка. Я чувствую даже бархатцы. Есть вот бархатцы. Цветки. Бархатцы, ну, может быть. Такой аромат прям бархатный. Вот действительно аромат бархата. Именно цветочного. Ты думаешь, что это эти зеленые эти флаконы, как они там называются? Помнишь, бархатцев ароматом? Да. Забываю, как этот бренд называется. Такие длиннючие зеленые флаконы у них. Я не хочу сказать, что этот бренд, но для меня прям это супер цветочный аромат, и он приятный.
Это может быть все что угодно. Ну, то есть профиль на самом деле немного такой банальный у аромата, именно цветочных ароматов. Ты чувствуешь здесь розу? Какие ты цветы еще чувствуешь? Ну, я бы сказал, что это желтые цветы Вот желтые. и пудровые цветы. Может быть, немножко белых, розы я не ощущаю. Но это точно огромный букет цветов. Да. Очень воздушный. Я думаю, он комплементарный, очень классно для девушек супер был. Я тоже прям вот, в точь-в-точь такая ассоциация, большой-большой букет цветов. И цветы такие яркие, багровые. Итак, что же у нас потом? Поставлю этому аромату 8. Меня прям заинтересовал, что это. Это брокар малахитовый цветок. Да, ничего себе. Зеленый цветочный древесный. Зеленые ноты: гиацинт, ландыш, ирис, иланг-иланг, кипарис, жасмин, магнолия. Цветок апельсина, роза, мох. Ну, короче, очень много нот, очень много цветов, и правда. Влажный и прохладный, пишет Света. Появился у меня совсем недавно, не успела разносить в прохладе. Окажется, что именно ранней весной он будет чудо как хорош. Это какие-то фруктики пошли. Ну, тоже с цветами, мне кажется. Ой, крапива. Зеленушки, да. Какой-то борщевик. И такая зеленушка действительно такая острая, прям как крапива, обжигает и освежает. Слушай, а это не Киото диптик? Помнишь, у них такой был со свеклой? Вот, кстати, да. Это вот что-то куда-то в тему такую огородную, съедобную, суповую. Борщом, аромат борща, холодника. Мне кажется, что я такое что-то слышал уже где-то, да. Но я не уверен, что Киото именно так пахнет. Мне казалось, что он там более красный, багровый такой запах. А здесь он более зеленый. Вот много листьев различных. Но классно. Это тема была прошлых годов. Ну и сейчас тоже такие ароматы сада, огорода. Вот, возможно, и Comme des Garçons. Что-то вот в стиле Comme des Garçons. У них есть... ну что-то да, такое было. Подожди, у них был руж. Мне кажется, это ниша. Потому что очень сложно сделано. Его сложно разобрать на ноты. О как! Сколько дашь ему? Ну, 7. Точно 7. Я не знаю, этот бренд ли Санонта Плам Бальзам. То есть какой-то сливовый бальзам. Здесь зеленые ноты, гальбанум, черный перец. Кстати, да, перечность чувствуется. Цитрусы, слива, водные, ваниль, дубовый мох, ладан, бобы тонка, талуанский, амбра и мускус. Ну, кстати, сливы я не чувствую. Я тоже сливы не чувствую. Мне какой-то огородность больше из зеленых нот, действительно. Ну, может быть, она потом раскроется. Кисленькая слива с бальзамичностью и древесностью. Сейчас распылила даже какую-то сублимированную малину, слышу. Мне не хватило сладости. И последний, 6 аромат. Такой он желтая жидкость. Ожидаю, что будет довольно густой. Ароматы довольно-таки все громкие, на самом деле. Заметные. Да, заметные. Сладкий. Какой сладкий. И пыльный. И еще какой-то подвалов. Карамель. Прям чувствуется карамель. Ну, мне здесь слышится сладость, которая немножко с плесенью. То есть здесь, наверное, пачули в базе. Возможно, кожа. Есть древесные ноты. Наверное, есть какие-то цветы, может быть, ближе к желтым. Очень странный аромат, это точно ниша. Я не представляю, как это на коже, потому что это такая вот карамель из уды, я не знаю, карамель из древесины. То есть здесь чего-то такого намешано-принамешано. Может, амбровая здесь есть часть. Здесь 100% здесь много амбры. Для меня это такая бочка с вином,
и много карамели в этой бочке плавает. И именно вот эта бочка с вином находится в подвале. Для меня тоже что-то такое подвальное. Или очень интересный и очень необычный. Странный, да, и появляются еще какие-то кисловатые аспекты. Интересный. Прям ниша-ниша, как по мне. Но все же преобладает очень много сладостей. Я бы хотел бы поставить оценку 7. Мне это нравится. Я такие вообще ароматы люблю. С подвалом, скорее всего, пачули, много дерева, амбры. Класс. Сколько ты поставил? 7. Ну вот, это Фрэнк Бакли Иланг-Иланг. То есть такой желто-цветочный. Карамельный, Да. сладкий, желтый цветы. Я удивлен. Амбровый, древесный. Верхние ноты мандарин ладан, бергамот, ири жасмин, база карамельная, амбра, мускус, ветивер. Для меня это табак с карамелью и мощными желтыми цветами. Очень яркий и громкий, мне в нем тяжеловато, а муж носит с удовольствием. Интересно. Кстати, я тоже слышал, что Иланг-Иланг тут больше мужской. Я не люблю вообще желтоцветочные ароматы. Иланг-Иланг этот, на удивление, прикольный. Для меня, наверное, самый интересный оказался 5-й аромат, который кисловатая слива. Вот я бы его хотел разносить. Да. Для меня Медитароса аромат с медициной. Я вообще люблю медицинские ароматы. Они меня как-то собирают в кулак и дарят мне какого-то позитива, спокойствия. Мне нравится. Всем бы так чувствовать себя в больничке. Самый лучший аромат. Мне кажется, да. Мне почему-то медицинские ароматы прикалывают. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь. И большое спасибо Свете за этот классный подборчик ароматов. Всем спасибо за просмотр. Всем goodbye. Пока.